Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. 21 сентября 2022 года поистине легендарный день в истории взлома PS5. На HackerOne.com были раскрыты сразу два отчета VFO за $10 тысяч. Один утром, а второй вечером. Они оба содержат информацию о керновом эксплойте PS5. Да, в один день были опубликованы сразу две уязвимости ядра PS5. Начну по порядку, с утренней, она самая вкусная. Но перед этим сразу хотел бы сказать, что я не поддерживаю пиратство. Данный выпуск новостной и несет в себе некую историческую ценность в плане событий кибербезопасности. Я лишь рассказываю хронологию и не побуждаю кого-либо к действиям. Первое. User AutoFree. Утром 21 сентября 2022 года была раскрыта первая уязвимость. Ее описание очень короткое. Просто зачитаю это. PS5 уязвима для... ссылка, которая легко предоставляет злоумышленнику доступ к ядру. Я сообщил об этой уязвимости для PS4 2 года назад, когда PS5 еще не существовало, поэтому это следует рассматривать как новое сообщение, а не дубликат. Я смог использовать эту уязвимость в сочетании с цепочкой эксплойтов BDG, чтобы получить доступ к ядру. Подробнее смотрите по ссылке. Влияние. Предоставляет доступ к ядру на PS5. И прочитав это, я словил дикий фейспалм. Это та же самая уязвимость, которая использовалась в прошивке 6.72 на PS4 2 года назад. Да, уязвимость была доступна все время существования PS5 с момента ее выхода. Точнее, даже до ее выхода. По сути, PS5 была взломана еще до поставки ее с завода в магазины. Чтобы вы понимали, как давно это было, то вспомните мои первые видео про взлом PS4. Они начались именно с этого взлома на PS4 с прошивкой 6.72. Это керновый эксплойт прошивки 6.72 на PS4. Его исправили в 7.0, но не стали исправлять на PS5. Видимо, просто никто не стал проверять. Это были самые легкие $10 тысяч, которые мог заработать совершенно любой. Кинуть ссылку на прошлый отчет Flow и сказать, что все работает на PS5. Уязвимость от PS4 работает на PS5, потому что обе платформа имеет в основе FreeBSD. Отчет был выслан 5 января 2022 года, а раскрыт 21 сентября 2022. То есть в теории уязвимость точно присутствует в прошивке 4.50 и ниже. В 4.51 она, вероятно, исправлена, но это не точно. Я смог нарыть вот такой список. Тут все расписано. В данный момент это все проверяют. Также VFO 0 смог получить полный доступ к ядру, используя в качестве userland уязвимости свой новый BDG hack. По функции это аналог WebKit эксплойта. Это дает доступ к дебаг настройкам на PS5, но вот с Homebrew пока непонятно. Из того, что ранее говорил VFO 0 при релизе BDG, для запуска Homebrew и не только, остался нужен только классический керновый эксплойт к его BDG взлому. Сейчас кернел опубликован, но один аноним написал мне, что в PS5 есть еще уровни защиты, и пока не ясно, будут ли они мешать запуску вкусностей. Ждем больше информации и развития событий, но вообще в теории сейчас есть все для того, чтобы запускать все, что нужно на PS5. Второе. EXFAT Hack. И тут надо вернуться немного в прошлое. Все, что я скажу далее, будет чисто имхо. Верить или нет, решайте сами. Данный отчет хоть и не раскрыт, но это взлом ядра 9.0. Дата его публикации 7 декабря 2021, а 9.03 была выпущена 1 декабря. Как же так? Я не раз упоминал о расколе на сцене, и по этой причине PlayStation знала об уязвимости задолго до выхода отчета. Иногда отчеты публикуются с запозданием. Дальше вы знаете, 13 декабря Чендачап выложил этот взлом на GitHub. Хотите верьте, хотите нет, но Чендачап и еще ряд других людей работали в одной команде. Эксплойт ядра, используемый сейчас на 9.0, нашел VFO. Данная информация не 100%, но вполне себе вероятная, исходя из того, что мне известно. Учитывая хронологию событий и ряд других намеков, можно сделать вывод, что имеющийся взлом прошивки 9.0 на PS4 вполне себе может работать и на PS5. Точнее, он уже работает. Его просто доработал VFO. Так же, как Чендачап сейчас доработал WebKit от своего разговора. Это только 50% того, что нужно, потому что еще необходим адаптированный кернел эксплойт, который есть на PS4 с 9.0. А еще выходит, что будет нужна флешка, так же как на PS4. Ну и кто снова был прав? Да, это тот самый кернел эксплойт, используемый на PS4 с прошивкой 9.0 с помощью флешки. Он работает и на PS5. Сейчас произошел его публичный релиз, а то, что мы получили 13 декабря прошлого года, как раз было сливом от Чендачап и еще двух хакеров. Но уязвимость нашел именно VFO, как и говорил мой инсайдер. Как вы видите, VFO сам об этом пишет.
Ну и где все хейтеры, которые говорили, что я балабол? Ау, вы где? Отчет был выслан 15 сентября 2021, а раскрыт 21 сентября 2022. Прошло больше года. Эта уязвимость точно присутствует в прошивке 4.0 и ниже. Но есть шанс, что она также есть и в 4.0.3, потому что на PS4 ее пофиксили в 9.0.3, которая вышла 1 декабря 2021, как и 4.50 на PS5. С точки зрения сцены это событие. А с точки зрения полезности, это пока мусор. Один разработчик примерно объяснил мне, почему так. Примитив эксплойта состоит в том, что при вставке флешки с нее считывается информация, которая кроме того объекта, в который происходило считывание, затирается часть следующего. Таким образом, можно часть любого, почти объекта определенного размера заменить произвольными данными, которые записаны на флешке. Проблема в том, что от перезаписи обычных данных толку, как правило, мало. Обычно в том или ином виде перезаписываются указатели, адреса памяти. И на PS4 и на PS5 эти адреса рандомизируются, так что угадать их нереально. Но PS4 предоставляет доступ из ядра к памяти пользовательского пространства Userland, поэтому код, выполняющийся там, например, WebKit Exploit, может заспамить память по произвольному, заранее заданному адресу, и именно этот заранее известный адрес прописан на флешке. На PS5 доступа из ядра к пользовательской памяти нет, поэтому перезаписать указатели без угадывания не получится, а угадать их нереально. Рандом там хороший. Соответственно, нужно искать принципиально другой способ эксплуатации этой уязвимости. Думаю, это исчерпывающий ответ по поводу использования этого взлома с помощью флешки на PS5. По итогу этого видео хочу сказать, что защита PS5 оказалась не такой надежной, как все думали. Кроме этих уязвимостей, есть еще одна, та самая от разработчика Kturt. Он в обход HackerOne показал ее общественности, но пока без подробностей. Она заслуживает отдельного видео, поэтому я расскажу о ней в следующий раз. Вот мой Instagram, запрещенный в России. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. А вот и Telegram. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Яндекс.Дзен будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.